Тема 823. Бронзовые туфли. Автор идеи гальваника, научившийся из простых вещей делать красивые серебряные, бронзовые и медные чуть ли не ювелирные изделия, и понявший, что это золотая жила, ходил и думал, чтобы еще такого загальванить, чтобы народу понравилось, и он пошел у него это покупать. Я нашла отличный способ создания не просто красивой уникальной вещи, с помощью аналогичной гальваники технологии, но и обнаружила огромную аудиторию потребителей таких вещей. А подсказала мне в этом американская фирма American Bronzing Company, AmericanBronzing.com, которая уже 80 лет занимается тем, что превращает детские поношенные туфельки в отличный подарок, память на всю жизнь и, для себя, постоянный источник дохода. Пока растут дети, этот бизнес будет существовать. Такой подарок гораздо лучше, чем отливаемые другими бизнесменами разные части тела ребенка, руки, например. Потому что рука – это все-таки рука, отливать ее в форме. Все равно, что живому человеку создать анатомический памятник, прямо как посмертная маска. А тут бальзамируется вещь, это памятник ушедшему детству. И он такой маленький, такой милый, такой вечный, пусть стоит себе на полке и напоминает о счастливых годах жизни владельца и его родителей. За 80 лет практики американская компания научилась одевать туфли не только в бронзу, но и в олово, если не ошибаюсь. А может сделать фарфоровые туфли. Они сначала металлизируются, а потом покрываются специальной краской под фарфор. Как происходит процесс с бронзирования детских туфелек, я не знаю. Чисто гальванический метод тут не подходит, ведь туфли сделаны не из металла, чтобы к ним прилеплялись чужие ионы. Но нашла на сайте компании фразу Metal plating. В английской Википедии нашла страницу, Plating. а с нее вышла на страницу Metallizing en Wikipedia ord wiki metallizing. В русской Википедии об этом методе написано довольно скудно. Это именно технология нанесения металла не только на металлическую, но и на прочие неметаллические поверхности с декоративной целью, вот как раз на подобные туфли. Почитайте сами, наверняка найдете нужную информацию. Что интересно, компания появилась в тяжелые годы Великой депрессии. Ее основательница, Виолетта Шенбач, учительница детского сада. В те годы все в Америке, наверное, были озабочены мыслью, как бы заработать или как бы заработать еще больше. И однажды, проходя по универмагу родного города, Виолетта увидела бронзового вида детские туфельки в витрине магазина. Как оказалось, местный магазинчик забронзировал несколько пар детской обуви в одной местной компании, которая специализировалась на этом, из желания привлечь внимание и продать их. Виолетта пошла в эту местную компанию, сделала свои туфли бронзовыми, показала их своим родным, всем понравилось. Вот тогда она поняла, что это ее будущий бизнес. Она договорилась с местной компанией, которая покрывала бронзой все вещи, о сотрудничестве. Сделала несколько образцов детских бронзовых туфелек и пошла по дворам своего города показывать товар лицом, шла практически вслепую, ориентируясь по детским качелькам и велосипедом в чужих дворах. Так она собрала первых заказчиков. Потом она взяла направление на магазины. В каждом магазине своего и даже других городов, в которые она специально поехала, она разместила образцы бронзовой обуви и свою рекламу. А потом она создала уже свою компанию по покрытию металлом всего и вся, кроме обуви. Они покрывают бронзой, золотом и серебром посуду, украшения, да все что угодно. Bronze Shoe Company. Бывшая учительница так раскрутила свой бизнес, безо всякого интернета, что уже в 70-х годах прошлого века ее компания отправляла по 2000 пар бронзовой обуви в день. Сегодня во главе компании стоит внук ее создательницы, Роберт Кейнс. Продают детской обуви они уже не так много. Компания потеряла своих клиентов в 90-е годы прошлого века, то ли из-за появления интернета, то ли из-за смены интересов нового поколения, но тоже неплохо, по 100 пар в день. И бизнес сейчас опять на подъеме. Во-первых, компания научилась активно взаимодействовать с клиентами через Facebook.
Во-вторых, возвращается мода на такие подарки, а мода всегда возвращается. В-третьих, то поколение, которое было клиентом компании 40 лет назад, вспоминает о ней сейчас, когда наступает пора увековечивать туфельки своих внуков. Если в вашем городе такой услуги еще нет, можно начинать ее осваивать. Технологию найдете в интернете, а найти целевую аудиторию проблем нет. Вон она, по улицам гуляет. Возможно, это будет началом вашего семейного бизнеса на несколько поколений вперед.